Всем привет! Сегодня у нас невероятно насыщенный день. Мы только что вернулись из круиза, посвященному острову Чикубушима, в полные впечатления и проголодались. И вот мы пришли символично обедать в ресторан, японский ресторан с таким же названием Чикубушима. Он находится в очень необычном месте, прямо напротив порта Нагахама. Как вы приезжаете на круизе, и прямо перед этим портом находится Кита-Биваку отель Грация. Сама гостиница выполнена в изысканном итальянском стиле. Это удивительный контраст, европейская элегантность снаружи, а внутри настоящее японское гостеприимство, умотенаши и традиционная кухня. Я заказала себе сет Чикубушима, а дети и муж заказали сет Иродори Гозен. Мне именно хотелось попробовать известные блюда этих мест. И вот я посмотрела меню, здесь было оно замечательное. Посмотрите на эту подачу. Мы заказали сет-обед, где можно пробовать знаменитые локальные специалитеты префектуры Сига. Это нежнейшая мраморная говядина оми, местная птица, у них тоже есть местная птица оми, и культовое местное блюдо лапша сомен с сочной жареной скумбрией. И еще вот в мой сет входит еще сашими, вот тофу, а вот это сомен со скумбрией. И там еще гриб ситаки называется. А дети и муж заказали тоже сет с говядиной оми в соусе сукияки. И у них еще темпура. Меню я поставила. Кому интересно, почитайте. Вот. Посуда, кстати, здесь тоже особенная. Она хрупкая и утонченная. Посмотрите. Что хорошо, что вот сейчас майские праздники, и в гостинице народу меньше, чем в любых других туристических местах или вообще в любых ресторанах, куда ходят японцы в праздники и выходные. Майские праздники, вот это сейчас, когда мы пришли сюда, считаются очень загруженными в Японии. А вот посмотрите, здесь сидели только наш столик и еще рядом один. Можно сказать, совсем никого нет. Свободно, тихо, красота. Я была невероятно рада. Потом мы, когда ходили в квартал Черных стен, там рестораны были довольно-таки загружены и стояли очереди. А вот здесь такая вот тишина, спокойствие и вкусно, красиво. В общем, советую гостиницы. Там меньше людей. И по ценам, я думаю, нет большой разницы. А вот мне здесь принесли стейк из премиальной говядины оми. Здесь используется отруб, он называется ичибо, очень нежная, сочная верхняя часть кострица. И вот этот мой вкусный стейк. И еще десерт в конце был, и еще суп из моллюсков. В общем, и сашими мне понравились, и этот сомен. В общем, здесь было сказочно вкусно. И моим детям, единственная дочка, ей было слишком много. Не было детских меню, только порции для взрослых. И она немного оставила. А так нам понравилось. И еще вот эта умиротворяющая обстановка, и там музыка тоже японская играла. В общем, очень красивый, хороший ресторан. А вот это итальянская атмосфера этой гостиницы. И сейчас мы, пообедав, идем дальше. После сытного обеда так приятно пройтись пешком. Наш путь лежит через живописный парк Хокуэн прямо к белоснежной башне замка Нагахама. Сейчас внутри него находится потрясающий исторический музей, и посвящен он великому человеку Тойотоми Хидеёши. Я в прошлом видео уже про него говорила, но еще раз скажу коротко. Это культовая личность для всей Японии. Представляете, он родился в самой бедной крестьянской семье,
но благодаря своему уму, хитрости и таланту стратега поднялся с самых низов и стал фактическим правителем, объединившим всю страну. А Нагахама была его взлетной полосой, и именно здесь он построил свой первый замок и освободил местных торговцев от налогов, из-за чего этот город мгновенно расцвел. К сожалению, внутри музея снимать было нельзя. Но я сейчас вам расскажу некоторые моменты из его жизни, которые тронули меня. Когда юный Хидеёши был обычным слугой у великого лорда Ода Нобунаги, он часто спал в холодном коридоре, прижав к груди соломенные сандали своего господина. Однажды Нобунага вышел, увидел это и страшно разозлился, решив, что слуга просто бездельничает и пачкает обувь. Но Хидеёши ответил, что держал сандалии у сердца, чтобы подогреть их своим теплом и чтобы господину не пришлось обуваться в холодное. Такая искренняя забота и преданность растопили сердце сурового лорда, и он начал продвигать смышленного парня по службе. И Хидеёши не подвел. Когда Оду Нобунагу предал и жестоко убил его же военно-начальник Акечи Мицухиде, Хидеёши проявил невероятную решительность. Он молниеносно собрал армию, совершил легендарный марш-бросок и жестоко отомстил предателю, разгромив его войска. Именно после этой мести Хидеёши фактически возглавил страну. Правда, из-за своего простого крестьянского происхождения он не имел права получить высший самурайский титул сёгуна, генерала, но вышло даже лучше, он занял высший придворный титул императорского регента Кампаку. Железной рукой он объединил всю раздробленную Японию и в итоге сосредоточил в своих руках столько власти, сколько не было ни одного генерала-сёгуна до него. Сейчас я вам только показала смотровую площадку этого музея. Оттуда открывается фантастический панорамный вид на озеро Бива и горы. Точно так же на свои владения когда-то смотрел сам Хидеёши более 400 лет назад. А теперь мы переносимся в самое сердце города, знаменитый квартал Курокабе-сквер или квартал Черных стен. Сейчас вот мы идем к станции Нагахама, все близко, и порт близко, минут 10 пешком, и этот парк, и замок-музей близко, тоже прям минут 5, наверное, идти. И вот на другой стороне этой станции Нагахама находится знаменитый квартал Черных стен. Сейчас вам немножко про него расскажу. Почему там стены черные, в основном черные? 100 лет назад здесь построили престижный банк и покрыли его дорогой угольной штукатуркой Курощи Кюи для защиты от пожаров. Дальше будет этот банк, я вам покажу, но он сейчас уже не банк. Местные жители нежно прозвали его «Господин Черная стена». И во второй половине XX века район пришел в полный упадок, старинные здания пустовали, и этот исторический банк вообще хотели снести под парковку. К счастью, жители объединились, выкупили здание и решили превратить увядающий квартал в мировую столицу стекольного искусства. И у них получилось вдохнуть в город новую жизнь. В квартале создали собственные мастерские, например, Курокабе Глаз Студио. Сюда привлекли талантливых мастеров-стеклодувов со всей Японии. Прямо на глазах у туристов они выдувают, гравируют и шлифуют уникальные авторские изделия. Здесь я вам тоже показываю некоторые магазины. Здесь также работает школа, где вы можете сами сделать сувенир. И в местных лавках продается оригинальный бренд Курокабе, который вы не купите больше нигде. Я потом в качестве подарка себе купила сувенир, сережки из этого стекла. Буду рассказывать про них в отдельном видео про сувениры.
Гулять здесь можно часами, но пришло время для десерта. Мы заглянули в очень стильное место, 96 кафе. Вот оно перед нами. 96 по-японски звучит как куро. Это значит черный цвет, то есть подходит именно под имидж этого квартала, поэтому они сделали 96. Это как ку 9 и ро 6. Вот здесь мы купили такие пышные панкейки. А сыну захотелось мороженого, и мы ему купили тоже местный хит, мороженое на основе бамбукового угля. Ему понравилось. Вот принесли наши десерты, наши пышные панкейки. Вообще в Японии очень популярна стрит-фуд, культура табиаруки, прогулки с перекусом на ходу. И на улочках можно найти необычные сладости. И вот здесь, в этом районе черных стен, очень много разных черных сладостей, закуски, мороженое или пирожки манджу с добавлением бамбукового угля. Вот у сына мороженое с добавлением бамбукового угля. Это все как по имиджу этого черного квартала, отсылающее к названию квартала. И вот посмотрите, как здесь внутри очень красиво сделано. Здесь часто в Инстаграм тоже ставят это кафе. И вот дальше мы идем гулять. Вот слева находится этот банк, про который я рассказывала, черный, со штукатуркой, который чтобы против пожаров. И сейчас я зайду. Сейчас внутри этого здания уже не банк, а продают разные изделия из стекла. И там я купила себе сережки. И здесь вот, кстати, слева можно попробовать самим делать, выдувать стекло и делать самим какие-нибудь изделия из стекла. А вот здесь мы уже внутри магазина стекла бренда Курокабе. Мне здесь очень все нравится, все так оригинально. И вот купила себе одни сережечки здесь, покажу их в видео про сувениры.
И потом мы некоторое время еще здесь гуляли, покупали сувениры, а потом мы, когда поехали в Токио, мы возвращались через станцию Мэйбара. От Нагахамы 10 минут ехать до Мэйбары, и от Мэйбары мы ехали на Шинкансене до Токио. Хочу заметить, что я покупала билеты на Шинкансен за 3 недели до того, как мы поехали. Но тогда уже почти что мест не было. И вот на обратном пути обычных сидений уже не было. И нам пришлось заказывать как грин чай. Это как места первый класс. Ну, то есть немножко дороже. Дальше вы увидите эти места. Я хочу сказать, что без бронирования мест заранее, вот особенно в праздники, в выходные, сесть на Шинкансен это будет трудно. Потом, когда мы ехали тоже в Шинкансене, объявляли, что все места свободные. Есть еще вагоны со свободными местами, но то, что они уже заняты, и то, что приходится людям стоять, если даже они купили дорогой билет на Шинкансен, есть свободные места, есть места бронированные. Обычно свободных мест это 3 вагона, но вот в праздники бывает вообще нет таких вагонов. И вот советую всегда бронировать заранее. И вот мы направляемся к станции, и уже оттуда сядем на Шинкансен. Но хорошо, что в этом Шинкансене, который как Гринша, как первый класс, тут очень удобные места. Еще здесь есть как типа кафе. Можно покупать закуску и напитки. Но здесь намного комфортнее, чем в обычных местах. Наш насыщенный день подходит к концу. Но Нагахама навсегда останется в моем сердце как город контрастов, где черные стены сочетаются с хрупким цветным стеклом, а самурайская история с европейским уютом. Спасибо, что провели день со мной. Я ставлю влоги о Японии каждую неделю. Кому интересно, подписывайтесь. Наше путешествие по префектуре Сига заканчивается. Мне оно очень понравилось, очень много интересных мест. Так понравилось, что я уже собралась в следующий понедельник ехать опять. И остановлюсь в Инрякуджи, но еще заеду в Кёто. Всего доброго!